ребята, волк проходил, свежие следы. Долго здесь живет. Тут и старые ионные. Ребята, всем привет. Сегодня я решил съездить капкана на кунице. У меня один путик стоял. Наверное, месяц уже как не проверял. Времени не было тут. Батя с лосем помогали загонами. Так и не получилось. Несколько раз в кругах выходили и ушли. Лицензия, как говорится, пропала. А сейчас уже конец января у нас. Думаю, съездить, спустить их. Пусть они, следов уже начинают много бегать. Уже бегают, так пусть хоть больше будет. Сегодня еду на своем новом коне. Ну как, не новый, БУ. Но вид такой хороший. На нем уже прокатился где-то на километров 30 уже накатал. Ничего, пока нравится. Есть, конечно, маленькие недочеты. Но ничего, это же русская техника. Сейчас вот решил ехать не на машине, а с прицепа нету, просто под снегоход. Ехал прямо с дому через озеро. Озеро у нас большое. Сейчас до этой точки я доехал 14 километров. И еще осталось километра 2, наверное, ехать до путика. Сейчас по лесу тут. Дорогу немного хоть промну. Там на слуз уже. Ну идет хорошо вроде. Волчьи следы тут видел свежие. Так что вот так вот, ребята, не переключайтесь, смотрим, может что и будет за месяц, не знаю. Может что и попадет. Давайте, ребята, в путь. Вот, ребята, еще недочет один. Аккумулятор сел. Причину не знаю, конечно. Надо поглядеть. Может, что-то с генератором у хозяина. Просто не упомянул. Или что тут, катушка заряжает. Ну, у него, в принципе, фар тут понаделано всяких. Да. Ну, ладно, разберемся.
Да, снега подвалило тут за пару дней. До этого морозы стояли. Вот мы на лосей загоны и делали. Че оно, 2 недели. Минус 20 чем-то было так. Вообще было холодно стоять. А, капкан уже спущенный. Наверное, опять сойка спустила. Можно было не останавливаться, если бы знато было. Ну ладно. Следов, в принципе, тут свежих нету. Посмотрим. Да, ребята, капкан спущен. Нажива давно уже съеденная. Ну, пойдем дальше. Еще 6 капканов. По следам. О, и стартер заработал. Вот что значит русская техника. Ладно, поехали. Так, доехали до второго капкана. Сейчас немного пройтись, на метров, наверное, 150. Тоже ребята спущены. А здесь, кто интересно, спустил, но следов тоже никаких нету. Лапа висит также. А, наверное, от снега, скорее всего. Ладно, оставим, может быть, куница увидит, покушает. Капкан я так и оставляю на следующий год. Ну, у меня батя так делает. Так. В принципе, я тоже так же. Вот, ребят, подъехали еще к одному капкану. Но здесь пусто, тоже никого нету. Капкан не спущенный. Место не поедено, следов тоже нету. Ладно, спустим его. Пусть куничка походит. Может, покушает. Так, ребята, подошли к 5-му капкану. Здесь тоже все в снегу. Нажива съедена. Капкан спущенный. Так что такие вот дела. Сейчас еще осталось 3 капкана. Блин, плохо лыжи не взял, тяжело ходить. Сейчас 300 метров от снегохода шел, так. Почти по колено снега. Местами, так. Еще осталось тут сколько, до одного дойду. Потом на снегоходе еще поближе попытаюсь подъехать. Будем надеяться, что с остальных капканов что-нибудь попало. А так пока пусто. Идем дальше. Ребята подошли еще к капкану. Тоже уже спущенный. И привода нету. Не знаю, кто. Следов тоже нету, не видать. Сойка опять. Он успел примерно, так это уже давно у нас. Так что такие вот дела. Еще 2 капкана осталось. Сейчас обратно еще почти километр пешочком идти. Да, надо было лыжи, конечно, взять. Ну ладно. Чего ж, выехал так. Выходной день, потом снова день терять. Ладно, давайте, ребята, дальше пойду.
Так, ребята, проверили еще 2 капкана. Тоже пусто. Один был спущен, а второй не подметенный, так тоже спустил. И все в этом сезоне с куницей получается. Пусть размножается, сколько я бродил, ну сколько я тут, больше километра пешком, наверное, прошел. И сколько на снегоходе проехал, ну, от озера примерно километра 4 по дороге. Ни одного следа нету. Или может снег свежий еще не натоптало. А так вот такие дела. Так. Я вам рассказывал уже, что приобрел нового коня. Потом сделаю обзорчик про него. Какие минусы посмотрю. Я уже так поглядел. Примерно знаю, но это потом на видео все сниму. Там немного с вариатором проблемка. И ну все покажу, как едет. Мне понравилось. Я сейчас и по носу, или как его называют, когда вода на льду-то, по нему нормально, он однинок проскакивает. Греется, я не знаю сколько, вот показывало, я ехал 150, 160 температура. Не знаю, надо будет почитать, сколько у него рабочая температура, вроде не 120 до 140. Но я потом сбавил, ехал где-то 40 км в час. И вроде температура сошла до 140. И так и ехал всю дорогу. Сейчас на рыбалочку можно будет, январь у нас кончается. Я проехал от дома, поглядел, как все ездят, удят. Там недалеко, в принципе, получается, на озере, на нашем. Километра 4-5 от дома. Не надо даже машину заводить. С гаража выехал, да поехал удить. Палатку вот сейчас заказал. С интернет-магазина должна прийти. Хотел с ночевкой, не знаю, получится, не получится. Все со временем. Маленькие дети двое. Двойняшки. Времени не хватает на все про все. Так что, ребята, в путь. Поедем домой. А видео я потом про него обзорчик сделаю, скину. Рыбалочка будет, я вам тоже все покажу. Так что, ребята, кому понравилось, ставим лайк и подписываемся. Всем пока.